Это канал «Творчество для всей семьи». Готовь с Аней летом. Сегодня покажу, как очень просто сделать тигренка – символ будущего года. Для работы понадобится любой картон у меня от упаковки, вата, малярный скотч, клей ПВА, акриловые краски. Нашла и скопировала картинку в интернете. Ссылку на нее вы найдете под видео. Перевела на картон и вырезала 3 детали. Детали оклеиваю малярным скотчем. У меня тонкий гофрокартон, он может размокнуть и деформироваться при сушке. Плотный картон можно не оклеивать. Я покажу 2 варианта. Первый вариант – использование ваты. Фигурка будет более объемной, но сохнет будет дольше. Разделяю вату на слои и наклеиваю на детали разведенным водой клеем ПВА с обеих сторон. Хорошо пропитываю клеем. После высыхания склеиваю горячим клеем, можно любым другим клеем. Стыки закрываю, наклеивая очень тонкий кусочек ваты. Второй вариант – оклеить бумагой. Такая заготовка быстрее сохнет, но фигурка будет более плоской. Склеиваю детали горячим клеем и оклеиваю кусочками тонкой бумаги. Подойдет салфетка. Грунтую фигурки оранжевой акриловой краской. Копирую рисунок на заготовку и окрашиваю фигурки акриловой краской. Этот тигренок бумажный.
Ватный тигренок романтический, с закрытыми глазками. Шилом проделала дырочку в центре и продернула тонкий шнурок для подвески. А вот и главный проверяющий. Но что-то он явно не в восторге. Только сейчас заметила. И когда он успел залезть носом в белую краску? Теперь все ясно. Можно украсить подвес бусинами. Правда, они прелестные? Ватный мне нравится больше. Его приятно держать в руке. Такого тигренка можно повесить на елку или в машину. Это прекрасный сувенир к Новому году. Делается очень быстро, подходит для работы с детьми. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!